Рассмотрим инвентаризацию, при которой пользователь с ролью владелец хочет проверить состояние одного из объектов либо одной или нескольких секций на одном из объектов. Для выполнения инвентаризации из главного меню приложения переходим в раздел «Инвентаризация». Далее нажимаем «Плюс». Открывается карточка новой инвентаризации. Номер инвентаризации проставляется автоматически, и он уникален для всех действий в системе. Краткое наименование заполняется с указанием сегодняшней даты и временем инвентаризации. При желании наименование можно изменить. Это может быть полезным для поиска инвентаризации в будущем. Давайте изменим краткое наименование на «Инвентаризация на объекте книжный магазин». Далее выбираем плановую дату начала. Поле предзаполнено завтрашней датой. Нажимаем на дату, открывается календарь. И мы можем выбрать сегодняшнюю дату и любую будущую. Нажимаем ОК, либо отмена, если передумали менять дату. В поле «Продолжительность дней» вводим количество дней, которым мы предполагаем, что будет выполняться инвентаризация. Предварительно поле заполнено значением 1 день. Не будем изменять продолжительность дней. На время выполнения инвентаризации объект или секции будут заблокированы. Нельзя будет выполнять другие действия – приемку, списание, перемещение и так далее. Далее выбираем председателя комиссии. Поле обязательно для заполнения. Нажимаем на поле. Открылся список доступных к выбору пользователей. Мы можем выбрать любого пользователя, в том числе самого себя. Выберем одного из пользователей. Далее выбираем при необходимости помощников председателя. Для этого нажимаем на поле «Помощники» и в открывшемся списке выбираем любого пользователя. Помощников можно выбрать несколько человек. Председатель и помощники будут выполнять основную работу по сканированию юнитов. Далее пользователь с ролью владелица решает, будет он проверять объект с секциями или наличие юнитов по конкретному молу. В нашем случае мы выбираем объект. Нажимаем на поле «Объект». Открывается список доступных объектов, и в списке выбираем необходимый нам. Выберем книжный магазин. Если мы ошиблись с выбором, то объект можно поменять. После выбора объекта появилось поле секции. Инвентаризацию по объекту можно выполнять как по всему объекту, так и по отдельным его секциям. В поле секции выбираем секции. Можно выбрать одну или несколько. Можно выбрать все. Также, если мы оставим поле секции незаполненным, то инвентаризация будет проводиться по всему объекту, или иными словами, по всем секциям объекта. Оставим поле секции пустым. Далее нажимаем кнопку «Запланировать». Инвентаризация переходит в статус «Запланировано». В этом статусе мы можем удалить инвентаризацию, редактировать краткое наименование, плановую дату начала, продолжительность, добавлять и удалять помощников, а также сохранить изменения. Также мы видим, что появилось поле согласования молов с отметкой «Ожидает согласования». Это список лиц, ответственных за юниты, которые должны согласовать итоги инвентаризации. Список сформировался автоматически, и сюда попадают все молы и руководители указанного объекта. Для того, чтобы начать инвентаризацию, председатель комиссии должен нажать кнопку «Действие начать». Когда председатель сделал это, то нам пришло уведомление, что начата инвентаризация. Выйдем из карточки инвентаризации и увидим, что она перешла в статус «В работе». Открываем карточку инвентаризации для дальнейшей работы. После перехода инвентаризации в статус «В работе» вешается блокировка на объект или секции. Нельзя начать никакие новые действия. Также блокируются незавершенные действия на объекте.
Проставляется дата начала инвентаризации текущей датой. Появились вкладки «Готово», «Осталось», «Конфликты», «К списанию», «К перемещению». На вкладке «Осталось» сформировался список юнитов, которые зарегистрированы в системе на данном объекте или секции. Над вкладкой находится красный кружок с числом, который означает количество юнитов на данной вкладке. Внизу под наименованием вкладки указана общая стоимость юнитов, находящихся на данной вкладке, и их количество. Инвентаризацию можно начать и до плановой даты начала. Плановая дата начала для того, чтобы все молы и руководители проверяемого объекта знали, что планируется инвентаризация и успели завершить ранее начатые действия. В инвентаризации в статусе «В работе» владелец, который создал инвентаризацию, может удалять, добавлять помощников, сканировать юниты, перемещать юниты на вкладки «Конфликты» к списанию. Также владелец может завершить инвентаризацию, если на вкладках «К списанию» или «К перемещению» нет юнитов, и если необходимо срочно снять блокировки с объекта или секции и выполнить какие-либо действия на объекте, например, приемку или списание и так далее. Для этого он нажимает кнопку «Действия», «Завершить» и подтверждает. После подтверждения снимаются блокировки с объектов и секций, и инвентаризация переходит в статус «Завершено». И выводится сообщение «Инвентаризация завершена». Мы видим, что наша инвентаризация появилась в списке в статусе «Завершено». Создадим еще одну инвентаризацию. Заполним необходимые поля. Выберем председателя. Выберем помощников. Выберем объект, на котором будем производить инвентаризацию. И нажимаем кнопку «Запланировать». И видим, что инвентаризация перешла в статус «Запланировано». Выйдем из карточки и ожидаем, когда председатель начнет инвентаризацию. Нам пришло уведомление «Начата инвентаризация». И видим, что инвентаризация перешла в статус «В работе». Перейдем в карточку инвентаризации. Председатель в инвентаризации в статусе «В работе» может также редактировать помощников, сканировать юниты и перемещать их по вкладкам и зафиксировать инвентаризацию для дальнейшей проверки. А помощники инвентаризации могут удалять, добавлять помощников и сканировать юниты. Когда председатель и помощники сканируют юниты и перемещают их по вкладкам, то владелец в реальном времени это наблюдает в карточке инвентаризации. Он видит, как из вкладки «Осталось» юниты перемещаются на вкладку «Готово». Если же был отсканирован юнит, который находится на другом объекте, то он попадает на вкладку «К перемещению». Сам процесс сканирования и перемещения юнитов мы показывали в видео инвентаризации, которую проводил руководитель объекта. Если все юниты, которые были найдены на объекте, отсканированы, им больше нечего сканировать, то на вкладке «Осталось» находятся юниты, которые не были найдены физически. Далее председатель должен принять решение – списать все или частично юниты или переместить их на вкладку «Конфликты», для того, чтобы зафиксировать итог инвентаризации, но не принимать решения по данным юнитам. Нам пришло уведомление, что инвентаризация зафиксирована. Выйдем из карточки инвентаризации и увидим, что она перешла в статус «Зафиксирована». Вернемся в карточку инвентаризации и продолжим работу. В данном статусе тот, кто создал инвентаризацию, может проверить результаты сканирования юнитов. Он может перемещать юниты между вкладками «Осталось», «Конфликты», «К списанию» и «К перемещению», если не согласны с каким-то распределением. Также тому, кто создал инвентаризацию, доступны кнопки «Решить конфликты» и «Завершить». В статусе «Зафиксировано» молы и руководители объекта могут согласовать результаты инвентаризации. И отметка «Ожидает согласования» поменяется на «Согласовано».
Наш пользователь может увидеть в реальном времени, как меняется отметка «Ожидает согласования» на отметку «Согласовано». Если инвентаризация была ошибочно зафиксирована, либо необходимо отсканировать еще юниты, то наш пользователь либо председатель может возобновить инвентаризацию. Если на вкладках к списанию и к перемещению нет юнитов, то тот, кто создал инвентаризацию, то есть пользователь с ролью владелец, может завершить инвентаризацию. Нужно нажать кнопку «Действие», «Завершить». Сначала проверяется, все ли молы согласовали итог инвентаризации. Если нет, то выводится сообщение «Не все молы согласовали итоги инвентаризации». Продолжить. Мы нажимаем «Продолжить». Далее проверяется наличие юнитов на вкладках к списанию и к перемещению. В нашем случае они есть. Поэтому выводится сообщение «На вкладках к списанию и к перемещению есть юниты. Необходимо решить конфликты или убрать юниты из этих вкладок». Для того, чтобы перейти к решению конфликтов, нажимаем кнопку действия «Решить конфликты». Снова производится проверка, все ли молы согласовали итог инвентаризации. Нажимаем «Продолжить». Необходимо подтвердить, что мы действительно хотим перейти к решению конфликтов. Затем выводится диалог с запросом на подтверждение. К списанию столько-то юнитов на такую-то сумму и к перемещению столько-то юнитов на такую-то сумму. Вы действительно согласны с итогами инвентаризации? Отменить это действие будет невозможно. Запустить разрешение конфликтов. Мы нажимаем «Продолжить». После подтверждения все юниты на вкладке к списанию попадают в списание, которое автоматически формируется в статусе «Завершено». У нас таких юнитов не было. Все юниты на вкладке к перемещению попадают в перемещение, которое автоматически формируется в статусе «Ожидает приемки на проверяемом объекте». Инвентаризация переходит в статус решения конфликтов и отображается диалог. Списано на сумму такую-то, к перемещению на сумму такую-то. Необходимо завершить перемещение, чтобы завершить инвентаризацию. Далее мы выходим из карточки инвентаризации. Возвращаемся в главное меню, переходим в раздел «Перемещение». Переходим в карточку перемещения, созданного на основании инвентаризации. И завершаем это перемещение. Нажимаем кнопку действия «Завершить». Подтверждаем. Мы видим, что перемещение перешло в статус «Завершено». Возвращаемся в нашу инвентаризацию. Открываем карточку инвентаризации в статусе решения конфликтов. Только тот, кто создал инвентаризацию, может ее завершить. Для этого нажимаем кнопку действия «Завершить». Происходит проверка, что нет созданных на основании инвентаризации перемещений в статусе «Отличным от завершено». Если есть, то вывелось бы сообщение «Такие-то события не завершены, завершить инвентаризацию нельзя». Затем выводится диалог с запросом на подтверждение с краткой статистикой. Сколько юнитов, какое количество и какая сумма по каждой непустой вкладке. С вопросом «Вы действительно согласны с итогом инвентаризации?» Отменить это действие будет невозможно. Завершить инвентаризацию. Мы подтверждаем, нажимаем кнопку «Продолжить». После подтверждения снимаются блокировки с объектов и секций. Инвентаризация переводится в статус «Завершено». И выводится сообщение «Инвентаризация завершена». Так как у нас не было списаний, то у нас не написано, на какую сумму были произведены списания. Нажимаем «Да» и видим, что наша инвентаризация в списке находится в статусе «Завершено».